Сегодня, 2 марта, скажите всего лишь одно слово в 20 часов 34 минуты по московскому времени. Почему именно в это время нужно сказать это одно слово, как оно повлияет на вашу жизнь и почему именно 2 марта, друзья, далее в этом видео. С вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Итак, друзья, давайте начнем с того, что 2 марта в 20 часов 34 минуты по московскому времени у нас с вами состоится новолуние. И состоится новолуние в последнем знаке зодиака. Это рыбы. С какой-то степени это будет нелегкое новолуние, потому что это новолуние наполнит Вселенную энергиями, которые будут вдохновлять. И мы будем чаще с вами сегодня мечтать, представлять для себя самую лучшую реальность. Этому будет способствовать и то, что в момент новолуния и в знаке зодиака рыбы, кроме Луны, будут находиться и Солнце, и Юпитер. Обращаем ваше внимание, что Юпитер – это планета удачи, счастья, надежды, оптимизма, подарков. А знак рыбы, он вдохновляет всех нас мечтать больше и смелее. Кроме того, Юпитер представляет собой позитивные желания, в том числе и общие, и коллективные. Это будет нас побуждать ориентироваться на принципы, которые нас с вами объединяют. Также это новолуние, если мы посмотрим на астрологическую карту, то говорит нам об общих взглядах, о гармонии, о вере, о надежде и любви. Кроме того, когда мы с вами отпускаем любые отношения в прошлое, мы можем объединиться во имя какой-то общей цели. Вы знаете, пройдя какой-то определенный сложный период, мы с вами начинаем понимать, что на самом деле различия могут быть не только источником конфликта, но и фундаментом для определенного сотрудничества. Поскольку Солнце и Юпитер находятся в столь тесном соединении, это позволяет нам также обрести реальную возможность внутренней гармонии. Это шанс найти компромисс и улучшить деловые и личные отношения. Хотя, если мы посмотрим на Нептун, он близок, но может принести нам сомнения и неопределенность, потому что все-таки это новолуние в знаке зодиака рыбы, и те события, которые создались на небе, имеют именно целительную энергию. Усилием воли желательно возвращать к себе, к реалиям жизни, особенно во всем, что касается вашего здоровья, отношений и денег. Поэтому обязательно обратите внимание в это время на свою интуицию, особенно если что-то идет не по плану вашей жизни, потому что Нептун – это планета интуиции и нашего внутреннего голоса. Также это новолуние открывает новый творческий цикл, поэтому обязательно используйте эту энергию, чтобы пробудить свое сознание на что-то новое, на что-то креативное, также на воплощение тех идей, которые вы, возможно, заархивировали и думали, что вам это больше не понадобится. Также убедитесь, что в период ближайшего лунного месяца ваши мысли, ваши слова, действия согласованы с вашими внутренними устремлениями, с порывами души и с тем, чем вы хотите заниматься на самом деле. Также обращаем ваше время, что это новолуние будет связано с оптимизмом, потому что в какой-то степени мы с вами чувствуем окончание зимы и уже ждем начала весны. Кроме того, в некоторых регионах, друзья, уже цветут подснежники. И, вы знаете, вот прямо нам присылают фотографии, видео, и мы чувствуем, что прямо вот весна уже идет полным ходом. Хотя в регионах есть, что еще до сих пор снег, и он не скоро сойдет с земли. Новолуние в рыбах, друзья, направлено будет на исполнение всех наших заветных желаний. И вы знаете, наши желания, если мы с вами будем истинно их желать, хотеть, будем думать постоянно, они смогут стать частью реальности, но только если это нам действительно будет необходимо. Также это время призывает открыть в себе свои все личные истины, освободиться от какого-либо пессимизма и от груза ограничений. Особенно это ярко будет соединяться, потому что соединения будут проигрываться, потому что есть злые планеты все-таки, это Плутон и Марс с Венерой. Плутон все-таки жесткий трансформатор, а как мы знаем, Марс это все-таки воин и в какой-то степени хирург. Из хорошего на нашем небе то, что мы видим, что Солнце и Луна соединяются с Юпитером.
А это помогает нам в наших всех начинаниях, расширяет наши возможности. Поэтому все это в рыбах. Данное соединение говорит нам о том, что сейчас, к сожалению, а может быть, к счастью, очень много всевозможных будут иллюзий, обмана, запутанных ситуаций, будут заговоры за спиной. Пожалуйста, не нужно верить всему, что вы сейчас слышите и видите. Если вы считаете, что вот так правильно, обращаем ваше внимание, та истина, которая придет буквально через неделю, через две, а может быть раньше, вас очень сильно удивит. И это касается не только мировых событий, которые происходят у нас сейчас, в каждой стране по отдельности и в мире в целом, но и также и в личных отношениях. Поэтому ни в коем случае не спешите, если вы видите, что ваши отношения, имеют, знаете, появились первые трещины, не спешите с одной стороны рвать эти отношения, постарайтесь разобраться, понять, а потом только двигаться. Также это касается работы. Если вы видите, что вам работа надоела, это связано не только с деньгами, но и также с отношением, например, руководства по отношению к вам. Начинаете искать работу. На своей прежней работе, улыбаясь, работаете, но в то же время идите на собеседование, общайтесь, показывайте себя, и вы знаете, вы сможете действительно достигнуть результатов, потому что через это новолуние мы с вами увидим все то, что для нас было закрыто, и на что, возможно, мы даже и не надеялись. В целом, если смотреть энергетику этого дня, 2 марта, это, знаете, вот именно 2 марта, вы знаете, это выбор дальнейшего пути. И это, знаете, вот мы с вами, каждый из нас стал на какую-то определенную дорогу, и вот как мы пойдем дальше, вот пойдем влево, вправо, прямо или назад, зависит только от нас самих. И для того, чтобы сделать вот этот правильный выбор, придется идти внутрь себя, то есть разбираться во всем. А это не совсем и не всегда очень приятно, потому что мы с вами все привыкли видеть все в розовых очках, что в нашей жизни все хорошо. А если какие-то проблемы, то кто-то виноват, но только не мы. Но это новолуние, знаете, вскроет в какой-то степени вот эти гнойные раны в нашей душе, в нашей жизни и в мире. Кроме того, это новолуние заставит поговорить о справедливости, потому что многие люди начнут задаваться себе вопросом, за что мне это все. Но вы должны понимать, за что вы боролись, на то вы и напоролись. Как бы это ни звучало больно для многих людей, но так оно и есть. Потому что в какой-то степени ваши бумеранги, ваши семена, ваши камни, что разбрасывали, то вы и собираете. И винить только в этом нужно только себя. К сожалению, это жестокая правда, которую многие считают, что это нет, так неправильно, как вы так можете говорить, но, к сожалению, вот новолуние в рыбах и в тех планеты, которые создались на небе, именно проигрываются именно вот так. Также, что касательно вашего партнера, рекомендуем все-таки работать без каких-либо розовых очков и не пытаться кого-либо контролировать. Это безуспешно. И также, если вы хотите давить в чью-то сторону, это может привести к разрушению гармонии и даже семейной идиллии. Но не все так печально, как кажется на первый взгляд, потому что энергия всегда имеет и одну, и вторую сторону. Потому что, с одной стороны, для нас, для многих людей будет новолуние, это такая, знаете, легкость, где-то беззаботность, при этом доверие к Вселенной и Богу. Так, знаете, с другой стороны, и еще, знаете, как понимание своего пути, своей дороги, своих каких-то дальнейших действий. А также многие люди начнут понимать, что понятие «надо» — это неправильно. Значит, мы с вами живем, потому что мы должны двигаться, идти вперед, общаться с теми людьми, которые, знаете, вот интуитивно нам с ними комфортно и хорошо. А также старайтесь подумать о каких-то своих творческих идеях, планах. Возможно, у вас придет вдохновение со всех сторон, реализовывайте себя в этом. Также хотим обратить внимание, что хорошо в период с 13 по 16 марта заниматься будут паломничеством, благотворительностью и получать тайные знания. Только если вы какие-то знания получили, пожалуйста, не спешите и о них рассказывать, потому что, знаете, пройдет какой-то период времени, вы получите еще информацию и получите определенный опыт, и тогда уже можете делать определенные выводы.
Также благие дела улучшат вашу карму, особенно если вы, например, болеете. Дело в том, что рыба отвечает у нас с вами за больницы, и этот же знак отвечает за пророков, за святых. Также обязательно сегодня, 2 марта, да, до 20 часов ориентировочно займитесь очищением пространства и, конечно же, очистите себя. И далее, друзья, обязательно сегодня в пик новолуния, как мы с вами говорили, это сегодня у нас пик новолуния будет в 20 часов 34 минуты по московскому времени. Возьмите листок бумаги и напишите все то, о чем вы желаете и мечтаете. Это может быть касаться как материальных, так и нематериальных благ. Если у вас есть желание за кого-то другого, то, знаете, не нужно об этом думать, думайте только о себе. После того, как вы напишете, обязательно скажите одно слово «принимаю». Этого слова достаточно, чтобы дать приказ Вселенную, высшим силам, ангелам-хранителям, что вы готовы реализовывать это на практике. Вот этот листочек, друзья, мы с вами, после того, как провели практику, сжигаем, пепел нужно развеять по ветру. Кроме того, пожалуйста, 2 марта будьте в синей, голубой или черной одежде. Это сегодня цвета будут на удачу. Женщинам можно сегодня надеть жемчуг. И также, если в вашем регионе или районе есть бездомные животные, обязательно их покормите. Друзья, вот такой у нас сегодня с вами день, 2 марта, достаточно сильный. Мы всем желаем мира, любви, благополучия и услышимся уже в следующем видео.